Всем привет, друзья! Сегодня у нас видео с обзором спустя 2 года использования. Такой обзор, я думаю, будет интересен тем, кто еще не купил себе строительный пылесос, мастерскую или настройку, или вообще просто для быта, для дома, но столкнется с некоторыми проблемами в дальнейшем, и вы уже будете это знать. Сегодня у нас на обзоре пылесос фирмы Керхер WD-3P мощностью 1000 Вт с объемом контейнера 17 литров. Вот такой коробке он поставляется. Что идет, ребята, в комплекте? Гарантийный талон и инструкция. Покупал я его чуть больше 2 лет назад, 2774 гривны. Такой переходник для электроинструмента. Диаметр внешний 40, 35, 30 и 25. Щетка вращается. Таких 2 трубы, которые соединяются вместе. Щелевая насадка. Ну и, конечно же, сам пылесос. Колесики лежали внутри контейнера. Длина сетевого кабеля 4 метра. Длина шланга вместе с вот такой вращающейся насадкой пластиковой около 2 метров. Также поставляется комплектный бумажный фильтр. Он съемный, его можно чистить. Один бумажный одноразовый мешок. Нижняя часть представляет себя простой контейнер на 17 литров. Есть вход для шланга. Также есть вот такие отливки для того, чтобы устанавливать в вертикальном положении трубу со шлангом. Что касается верхней основной части, это двигатель. Есть вот такой крюк. Клавиша идет в 3 позициях. Соответственно, есть розетка для электроинструмента. Очень удобная вещь. Включить тумблер в верхнее положение, где нарисована вилка. Максимально электроинструмент, который потребляет 2100 Вт. Минимально же 100 Вт. Средняя позиция — пылесос выключен. Нижняя позиция — пылесос просто включается без розетки. Тут есть еще отверстие на обратку, которое может выдувать. Ну, вы видели в моих видео, он мелькает, этот пылесос, постоянно. Оправдал свою цену. Очень классный, качественный пластик. И падал, и переворачивался неоднократно. Да, какие-то царапины, потертости есть, но пластик просто очень мощный. Сборка Румыния. 2 посылочки. И эти посылочки не случайно оказываются в видео с этим красавцем. Распакуем. Как вы видите, это новые оригинальные крепежные защелки. Поговорим о том, с чем вы можете столкнуться через несколько лет использования. Что получилось у меня? Он перевернулся, и его защелка отломалась. И одна теперь просто не держит. Она просто болтается. Фактически верх пылесоса с двигателем у меня держится на одной защелке. Они есть оригинальные, новые. Я купил 2, можно купить 1. Маркировка, я думаю, будет видно. Вы можете себе остановить на паузу, посмотреть.
длина 105 миллиметров и шириной по верхней части, давайте возьмем, 80. Слабое место — это фиксирующий элемент. Вот он. Вот такой маленький усик, который просто-напросто сломался при падении. Ценник будет вот здесь. Также я оставлю ссылку в описании, где их можно купить. Следующая посылка. Это многоразовый мешок, ребят. Как оказалось, Керхер не выпускает многоразовых мешков. Кстати, упаковка бумажных одноразовых стоит гривен 300. Цена на вот такой мешок у вас сейчас на экране. И ссылку, где я покупал, тоже оставляю в описании под этим видео. Мешок этот большой, есть в 2 раза меньше. Не хочу вас обманывать, не помню, сколько здесь объема. Но такой добротный. Материал очень плотный. Открывается с 2 сторон. Легко и просто. Давайте посмотрим, что изнутри. Изнутри он такого, как флисового типа. Снаружи более плотный. Качественно пошит. Изготовлен, ребята, он в Украине. Покупка одноразовых мешков, реально они невыгодные. Можно их использовать несколько раз. Он постоянно разрывается, и в итоге все равно приходится его выбрасывать и покупать новый. Поэтому было решено, коль уже я специально все это собрал для этого видео, чтобы вам показать и обзор, и показать, что вас ждет, скорее всего, что вы будете делать с этим пылесосом дополнительно. Сломан язычок. Но чтобы заменить его, нужно отделить 2 половинки, вот эту черную от желтой. Но для этого нужна специальная отвертка или ключ под звездочку. Не знаю, будет видно на камере, нет. Сейчас попробую показать. У кого есть такой инструмент, все справятся. Также хочу обратить внимание, вот здесь есть такой клапан. И при работе, когда пылесос переворачивается или падает, он срабатывает. Начинает сильнее гудеть, но не тянет. Минус этого пылесоса: сильно переворачивается. При неаккуратном использовании он очень часто переворачивается на бок. В этом есть его минус. При долгих уборках, когда не хочешь рукой подтягивать, а подтягиваешь все-таки за шланг, как обычно мы все делаем. С чем столкнулся лично я? Посадочное место, оно такое, как ласточкин хвост. Для того, чтобы устанавливать, когда все собрано, 2 трубы, шланг, и так его хранить в вертикальном положении. Щетка, пластик вроде бы и хороший, но в отличие от этого желтого, он хрупковат. И в таких местах, где есть какая-то прорезь, здесь отбито, с противоположной стороны тоже отбито. И это не бьешь его об стену или что, а просто работаешь. То есть неизбежно это откалывается. Плюс вот это место, оно было все надето, стоял вертикально, я его задел случайно, он упал. И, как видите, сломалось. Что касается фильтра, очень качественный. Я его за 2 года не менял, просто периодически, когда выбиваю отсюда пыль, либо с своего циклона, который я делал, можете посмотреть по ссылке вверху, я его просто выбиваю. Ни разу его не мыл. Фиксируется вот такой крышечкой.
с резиновой прокладкой. Просто проворачиваете 2 таких пазика и соответственно вот они. Вот так это все происходит. И все, оно закрыто. Все очень просто и легко. Вообще пылесос сам по себе очень простой и ломаться в принципе тут кроме как двигателю больше нечему. Но тем не менее, видите, такие нюансы есть. Устанавливаю новый мешок. Все четко подходит, без всяких проблем. Весьма уверенно этот малыш, и гоняться за большей мощностью я вообще не вижу смысла. Если вы будете брать его чисто для дома, для хозяйства, даже можно взять вторую серию, не переплачивать за третью. У них тоже мощность 1000 Вт. Тянет, хватает его с головой. Постоянно использую ее в столярке. Всякого рода стружка, опилки и прочее, сыпкий бетон, мелкий песок, какой-то мусор, грязь. Однозначно рекомендую, так как он очень выносливый, неприхотливый, да, с мелкими проблемами, которые могут вылезти через, как у меня, более 2 лет. Но это в принципе мелочь, и эти запчасти стоят не очень дорого, если честно. Есть всевозможные шланги, удлинители. Для электроинструмента, для дома, даже для маленькой мастерской типа моей, вообще хватает с головой, ребят. Так что, кому мое видео было полезным, можете оценить. Напишите в комментариях что-то, что вам не понравилось в моем обзоре. Так что, ребята, всем пока. Желаю всем удачи, до новых встреч. Дальше будет еще интереснее.